В этом коротеньком видео я покажу и расскажу, как с помощью системы управления пакетами, такой как SDK-Man, установить последнюю версию Java или необходимую нужную нам, и установить интерфейс командной строки Spring Boot. Предположим, то, что уже у вас SDK-Man настроен и установлен. Если это не сделано, то можете сделать на сайте, у них там подробная инструкция. Вообще SDK-Man, он написан в виде скрипта, и поэтому очень хорошо работает под Unix, под Linux. И поэтому, что еще про него можно такое сказать? Он тоже, можно его запустить под Windows, но для этого необходимо настроить VLS. Так, начнем. Для того, чтобы посмотреть, какие у нас доступны версии Java, воспользуемся командой SDK list Java. Так, это немножко я тут ошибся, написал неправильно, прописываем SDK list Java. Сразу появляется весь список доступных версий, которые необходимы для скачивания. Можете воспользоваться, скачать от Microsoft последнюю версию, 17-ю, ну, можно сказать 25-ю, но я буду скачивать 17-ю. Можете воспользоваться от Zulu, очень хорошо скачивается и устанавливается. Выбираем необходимую версию, выходим с этого режима листа и прописываем SDK install Java и указываем ту версию, которую мы хотим установить. Она уже у меня установлена, я уже не буду устанавливать ее повторно. Она займет определенный промежуток времени. Сейчас перейдем к установке самого интерфейса командной строки Spring Boot. Это тоже можно сделать с помощью SDK-man. Для этого прописываем SDK-list. И сейчас в списке листаем вниз и находим Spring Boot. Здесь будет весь список, который доступен для установки через SDK-man. Все пакеты и утилиты. Копируем SDK, Ctrl-Z, выходим и устанавливаем Spring Boot. Устанавливается быстро. Также теперь, сейчас дождемся, когда он установится. Установилась последняя версия, у меня это 4.0.5 версия. Чтобы чтобы сразу запустить, скачать, точнее, проект Spring Boot, просто прописываем Spring init. На компьютер в папку скачивается архив демо. У меня в этой локации уже есть данный такой архив, поэтому мы его просто возьмем сейчас и удалим. Повторно сделаем. Все. Архив скачался, он будет расположен скачался демо-zip. Чтобы его разархивировать, можно воспользоваться простой утилиткой unzip. Если у вас ее тоже нету, то она просто очень легко скачивается, устанавливается. Указываем имя, которое разархивировать, и указываем в каталоге, который необходимо разархивировать. Все, проект у нас разархивирован. Такое можно еще, чтобы каждый раз не разархивировать, ничего этого не делать. Я сейчас покажу еще, как с помощью команды можно это все скачать и установить сам проект Spring Boot. Прописываем Spring init demo. Эта вот команда ADEMO, она показывает, позволяет указать идентификатор артефакта для проекта. В данном случае он будет демо. С флагом L мы указываем, какой язык будет по умолчанию в проекте. Их можно там Java, Kotlin или Groovy выбрать. Мы выберем Java по умолчанию. Указываем флаг
build, и указываем, с помощью данного флага мы показываем, какие системы сборки у нас доступны, Maven или Gradle. Мы указываем Maven. С помощью флага XCDemo мы сразу указываем то, что проект необходимо разархивировать, но можно не указывать флаг, просто указать, в какую папку он будет сразу разархивирован. По сути, это аналогично тем, которые мы до этого делали, просто она зарархивировалась, и сразу проект уже, уже будет готов для использования. В принципе, это вот все. Такое небольшое кратенькое видео. Если будут вопросы по установке SDK-мен, то могу записать дополнительное видео. Всё, спасибо.